Рекордное количество шахедов прилетело в Беларусь, массовая гибель туристов в Красном море, а Трамп собирается уволить 15 тысяч американских солдат. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. В гонку вооружений вступает Беларусь. Протесты на границе. Кто же снова пытается рассорить Польшу и Украину? В Иране призывают убить Нетаньяху, пока Израиль предлагает перемирие Ливану. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Рекордное количество шахедов залетело в Беларусь, а вылетело оттуда, во всяком случае подтвержден, вылет в Украину из РБ только 9 беспилотников. Один камикадзе точно прилетел в Мозырь, один точно сбили, об этом пишут мониторинговые группы, судьба остальных неизвестна. Авиацию поднимали в воздух 4 раза за одну ночь. Беларусь получила очередную партию зенитных ракетных комплексов ТОР-М2, предназначенных для защиты Минска. Эти системы были модернизированы российскими специалистами с учетом опыта их применения в войне против Украины. По данным Министерства обороны Беларуси, ТОР-М2 способен одновременно поражать до 16 целей, движущихся с любых направлений со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 километров и высоте до 10, независимо от времени суток и погодных условий. Модернизация ТОР-М2 с учетом боевого опыта подчеркивает тесное военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Россией в области создания единой региональной системы ПВО, но и попытки приобщить Беларусь к гонке вооружений, в которой участвует Россия. Поступление очередной партии зенитно-ракетного комплекса является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в вопросах совершенствования единой региональной системы противовоздушной обороны. Гонка вооружений, очередной шаг, в который сделал Путин, действительно может перейти в Беларусь, ведь некоторые мощности использует и Россия на территории, контролируемой Лукашенко. Мы спрашивали у вас и наших подписчиков в Телеграм о том, каким будет следующий шаг после Орешника в этой гонке вооружений. И, во-первых, спасибо за ответы. Во-вторых, еще не поздно оставить свой ответ, если вы этого еще не сделали. Ну а голоса распределились следующим образом. В нашем телеграм-канале ровно половина опрошенных выбрали вариант «Запад передаст Украине более мощные системы ПВО». На втором месте по популярности идет ответ «Ничего не будет, Путин просто блефует». Третий по популярности вариант такой же, как после Боярышника, будет следующий шаг после Орешника. И написали свой вариант, за что вам огромное спасибо, 13%. Ну и на последнем месте то, во что верят меньше всего, вариант, в котором Россия применит ядерное оружие, так ответили всего 9%. Спасибо и за то, что отвечали в сообществе в нашем YouTube-канале, но там немного по-другому распределились голоса. На первом месте ответ «Ничего не будет, Путин просто блефует». 47% из вас ответило так. На втором месте «Запад передаст Украине более мощное ПВО». 27% из тех, кто принял участие в опросе, ответили именно так. На третьем месте и четвертый вариант, предложенный самими зрителями. Спасибо вам за все эти ответы. Голосуйте у нас в Телеграм и в Ютубе. Ваше мнение тоже важно. Ну а мы поговорили на эту тему с экспертом, политологом Алексеем Якубиным. Это на самом деле, как мне кажется, нам показывает очень такую сложную асимметричную ситуацию. По сути, Украина и так находится в контексте российско-украинской войны в асимметричной ситуации. То есть, в принципе, Россия против Украины использовала все типы конвенционального оружия, которые только есть за это время. Да, новые, старые образцы, но любые образцы. Но в то же время, когда от Белого дома официальный Киев получил разрешение на использование атакамсов от Британии, Storm Shadow, мы слышим, что у России сразу же возникла такая вот истерика, что как же так, как они могут, это расширение конфликта и так далее и тому подобное. Хотя еще раз подчеркну, что это просто в какой-то мере уравнивает ситуацию, потому что Россия и так использовала подобные типы ракет против Украины. А просто Украина сейчас хоть немного, но получает возможность использования подобных типа ракет. И вот я вижу сейчас ситуацию таким образом, что по сути это, наверное, такой вот на наших глазах, да, происходит, когда жертва агрессии Украина, ее пытаются сейчас обвинить в том, что это она
скажем так, как-то эскалирует ситуацию, хотя Украина просто-напросто пытается компенсировать собственную асимметричную ситуацию в плане вооружений. Польские фермеры заявили о готовности возобновить блокировку пропускных пунктов на границе с Украиной в декабре, если их требования не будут выполнены. Протесты, по их словам, могут быть значительно масштабнее, чем ранее. Причиной недовольства стала политика польского правительства, включая их несогласие с соглашением о свободной торговле между Европейским Союзом и странами Южной Америки. Мы приостановим акцию протеста, но мы от нее не откажемся, а если договоренности не будут выполнены, мы вернемся, но это будет массовая акция протеста на всю восточную границу Польши. Несколько дней назад фермеры уже блокировали пункт пропуска Медыка-Шегини, ограничив движение грузовиков, но пропуская легковые автомобили и автобусы. Они требуют заморозить налоги в сельскохозяйственном секторе на уровне 2023 года. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Сикерский провел переговоры с перевозчиками, в ходе которых было решено, что фермеры предоставят свои требования до 26 ноября, а правительство представит отчет до 10 декабря. Что касается соглашения Меркосур, позиция Министерства сельского хозяйства ясна. Мы первыми высказались против таких условий соглашения, даже раньше, чем профсоюзы, сельскохозяйственные палаты и, возможно, одними из первых в Европе сделали это. Сикерский отметил, что удовлетворить все требования одновременно невозможно и предложил разработать поэтапный график их выполнения с установлением четких сроков. Если договоренности не будут достигнуты, фермеры намерены возобновить блокаду, что может значительно осложнить работу пунктов пропуска на польско-украинской границе и негативно повлиять на отношения между странами. Мы спросили об отношениях Украины и Польши у политолога, который следит за всеми подобными процессами. Есть, как мне кажется, и общий нюанс экономической конкуренции. Все-таки, как мы видим, Европейский Союз, понимая, что сложную ситуацию экономическую для Украины, понимая, что во многом для Украины все равно сухопутные границы остаются одним из ключевых возможностей, путей для торговли и так далее, продолжал льготные определенные программы для Украины в плане аграрного хозяйства. И я так понимаю, что вот эта конкурентность между экономическими игроками Польши и Украины, но она даже несмотря на то, что есть общая рамка, связанная с защитой против российской агрессии, тем не менее она остается. И поэтому я рассматриваю вот эти ситуации, потенциальные, возможно, блокировку границы и так далее, как в том числе отражение и вот этих вопросов. Потому что, как мне кажется, чем ближе Украина будет к дате вступления в Европейский Союз, тем на самом деле больше подобных моментов можно будет в плане экономической конкуренции можно будет увидеть. Дональд Трамп планирует подписать указ, который приведет к увольнению всех трансгендеров из вооруженных сил США. Об этом пишет The Times. По данным источников в оборонном ведомстве, это решение затронет около 15 тысяч действующих военнослужащих, которых могут признать непригодными к службе и уволить по медицинским показаниям. Ранее в 2017 году Трамп уже вводил ограничения на службу трансгендеров в армии, которые были отменены администрацией Байдена, но новый указ предполагает более жесткие меры, включая запрет на прием новых трансгендерных рекрутов. Эксперты и военные выражают обеспокоенность, что такое решение может усугубить существующие проблемы с набором и удержанием персонала в вооруженных силах, а также негативно сказаться на боеготовности и сплоченности подразделений. Представитель переходной команды Трампа говорит, что еще нет окончательного решения по этому вопросу. А как думаете вы, нужно ли брать в армию трансгендерных рекрутов? Напишите свое мнение в комментарии, ждем. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Военно-политический кабинет Израиля соберется, чтобы проголосовать за перемирие с Ливаном, и соглашение о прекращении огня будет зависеть от того, будет ли его придерживаться Хизбалла, будут ли они разоружаться, говорит министр иностранных дел Израиля.
Проверка любого соглашения будет заключаться не в словах или формулировках, а только в выполнении двух основных пунктов. Первый — это предотвращение продвижения Хизбаллы на юг за Литани, и второй — предотвращение восстановления сил и перевооружения Хизбаллы на всей территории Ливана. По информации портала, спецпосланник США Эймос Хокстин, представляющий интересы президента Джо Байдена, уведомил ливанские власти о предварительном решении Израиля. А тем временем иранский аятолла заявил, что премьер-министр Израиля должен быть приговорен к смертной казни и что ордера Международного уголовного суда на арест недостаточно. Бомбить дома людей — это не победа. Эти глупцы не должны думать, что если они бомбят дома людей, если они бомбят больницы, если они бомбят собрания гражданских лиц, то они добились победы. Нет, никто в мире не считает это победой. Преступления сионистского режима в Ливане, Газе и Палестине в конечном итоге приводят к прямо противоположному тому, чего они намереваются достичь. Напротив, они усиливают и активизируют сопротивление. Туристическое судно Sea Story, отправившееся в пятидневный дайв-тур, затонуло в Красном море у берегов Египта. На борту находились 31 турист-дайвер и 14 членов экипажа. Судно вышло из порта-курорта Порт-Галип 24 ноября и должно было вернуться в Хургаду 29 ноября. В 5:30 утра в понедельник спасатели получили сигнал о бедствии к северу от курорта Марса-Алам на западном побережье Красного моря, после чего связь с судном прекратилась. Местные власти сообщают, что в результате поисковой операции с участием вертолета и военно-морских сил Египта удалось спасти несколько человек, которых доставили в ближайшие больницы. Поисковые работы продолжаются, точное количество выживших и пропавших без вести пока неизвестно. На борту находились туристы разных национальностей. Tenemos, si queréis también. Muy certificado. Cabre. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.